программа «Глубинное бурение». Я Андрей Пальчевский. Сегодня у нас в гостях не кто-нибудь, а сам Дмитрий Александрович Хворостовский. Прошу любить и жаловать. Кто-то упал у экранов, я так думаю уже. Дмитрий Александрович, сколько раз вы были в Киеве? 10, 20, 30, 100? Ну, около 10 раз точно был. Точно был. Хорошо. Сегодня я застал вас, как говорят, ну, не в лучшем состоянии духа. Вы провожали свою жену. У Баратынского, о котором Пушкин сказал, что он у нас философ, есть такие стихи. «Болящий дух врачует песнопение. В гармонии таинственная власть, тяжелое скупит заблуждение и усмирит бунтующую страсть». Вы этим пользуетесь приемом? Когда вам плохо, вы поете? Когда также сказано, что настоящий талант должен страдать. Не знаю кем. Но, все-таки, если говорить серьезно, вот когда вы не в духе, вы напеваете? Ну, вот, или что-нибудь? Или вообще вас тянет петь вот, не на сцене? Бывает ли такое? Бывает, когда в основном я в духе. Тогда тянет петь. Да, когда не в духе, я не пою. Да, когда в духе не поете. Но если только не на сцене. А на сцене вы боретесь, когда вы не в духе? Это же моя профессия, бывает всякое. Здесь нельзя поджидать вдохновения. Здесь надо выходить и по мере того, как вы работаете. Кстати, о слове «опера». Вот у вас слово «опера» ассоциируется с чем? С работой или с творчеством, или с сочинением? Вот вы же по-итальянски говорите. Опера – это значит работа. Операры, да, работать. Да. И для меня опера – это удивительный жанр, который синтезирует практически все существующие искусства вместе. В этом смысле это, конечно, это прекрасная работа. Вот. Причем эта работа еще очень коллективная, которая подразумевает и не только работу творческого коллектива, но и огромное количество людей работает вокруг, монтировщики, рабочие сцены, целая сеть менеджеров, которые на сцене помогают артистам быть и находиться, и, осветители. И практически все, в хороших оперных театрах, они мастера своего дела. И без них невозможно ничего сделать. Вот сейчас недавно я был в Японии, целый месяц у нас были гастроли с Метрополитен Опера. И мы, в общем, выступали в двух городах, японских, в Нагое и в Токио, где помимо того персонала из Метрополитен Опера, из Нью-Йорка, которые, все, и артисты хора, и так далее, музыканты оркестра, артисты, солисты, звезды, монтировщики, осветители. Монтировщики вызывают у вас особую. Монтировщики из этого театра, я их очень люблю, и мы с ними очень любим общаться. Это настоящие, в общем, в основном они все живут, во всяком случае, большинство из них из Бруклина. Соответственно, они говорят с этим знаменитым бруклинским акцентом. Кофе. Кофе. Да. И ребята очень, очень хорошие, которые я уже знаю настолько давно, уже трудно уже сказать, сколько уже лет. Но когда был последний спектакль, я прощался с ними. Я тоже начал прощаться и с японцами, потому что столько же рабочих сцен было и задействовано с японской стороны. То же самое массовки какие-то мимансные тоже были японцы. Дети, которые принимали участие в «Богеме», допустим, которая тоже шла, тоже японцы. Какая-то балетная труппа, половина балетной труппы, мимансная балетная труппа, тоже японцы. В общем, я начал всех тискать и обнимать, и, в общем, там многие люди прослезились, потому что, мало кто ожидал этого. А у меня, во всяком случае, была такая радость, что это все наконец-то закончилось. Я готов был обнять весь мир. Замечательно. А что вы показывали, что вы ставили? Я пел Дон Карлос Верди, показывались также «Богема» Пучини и «Лючия ди Ламермур» Доницетти. Вот 3 оперы. Это, да, замечательно. А мы поговорим потом о вашем, скажем так, итальянском репертуаре отдельно, потому что вы как-то недавно сказали, что вы практически не поете
русскую оперу. Где-то это прозвучало, я прочитал. Да, это правда. Может быть, я ошибаюсь. Вот. Кстати, вот когда я летел к вам сюда утром, я напевал про себя, мурчал песню Пахмутовой «Нежность». И с удивлением узнал, что вы ее тоже исполняли. Вопрос. Вот к вам большинство относятся как к альфа-доминантному мужчине. Вот. А французы говорят, что лучшие мужчины немного женственны. Вот нежность и, скажем так, слова, которые там, какие чувства они у вас вызывают? Как у... Кстати, я ведь пою женский вариант этой песни. Я слышал, поэтому я и спрашиваю. Существует два варианта, которые, в общем, вполне равнозначны, но тем не менее Я не знал. Я намеренно выбрал именно женский вариант. Мне кажется, что он более органичен, что ли. И вообще для меня искусство, оно как бы бесполое. В нем присутствует, вернее, не бесполое, а наоборот, совмещают в себе и мужские, и женские качества. Андрогин, да, скажем так. Поэтому мне, как мужчине, стыдиться абсолютно нечего. А когда вы поняли, что вы полюбили оперу? Когда? Вот как это случилось? Ну, где-то в 3-4 года. Это папа? Это откуда это было? Вы ее где-то слышали? Там... Ну, конечно. У меня родители, они любят классическую музыку. Мой папа занимался и занимается музыкой постоянно, прекрасно владеет фортепиано и поет. И поет тоже? А он когда-нибудь пел на сцене? Ну, в общем, на самодеятельность. Самодеятельность пел? Да, он пел. Как отец Повороте, когда Повороте говорил, что его отцу не хватало духа сказать «я тенор». Вот, а вашему отцу хватило бы, или он просто... Мой отец пел и тенором, и басом, и баритоном. Такой вопрос. Когда известный московский ведущий сказал, у нас сегодня Дмитрий Хоростовский известный тенор, это был раскол? Он пытался вас расколоть? Ну, просто не знал. Я как-то помню, кстати, как вы, Дмитрий Александрович, сказали, что люди ходят на теноров и типа не ходят на баритонов. Это вы сказали, это я помню сам. Вот. Вы так считаете, или это был момент такой, ну, скажем... В опере все главные роли написаны для теноров практически, но за исключением, может быть, единиц каких-то. Там Голо, там в Пелиас Мелизан, или Онегин, там тот же, или Мазепа. Хотя, в принципе, главные герои даже в том же Мазепе сопрано и тенор. Вот. Так что, ну, это традиция, традиционно так сделано. А в принципе, ну, Элвис Пресли был баритон, Фрэнк Синатра был баритон, Юрий Гуляев был баритон, Маслим Магомаев баритон, Йосиф Кобзон баритон и так далее. Я продолжаю даже вот там Шаляпина приписывают, якобы пастора баритон, там Каруза. Шаляпин вообще абсолютно уникален. И Каруза, кстати, был одним из первых, если не самым первым, певцом кроссовер, когда благодаря Карузо зазвучали популярные неаполитанские песни, были записаны и звучали практически в каждом доме. Вот, поэтому вот сейчас вот говорят, вот эта вот мода, кроссовер, ай-яй-яй. С одной стороны это ай-яй-яй, с другой стороны это, в общем, хорошо забытое старое. Кстати, а вы пробовали когда-нибудь, когда вы учились, вы пробовали петь вот тенором? Вот я, правда, никого не знаю, кроме Карла Бергонца, может быть, вы помните такого, который Карло был... Бергонца начинал баритоном, Да. а потом стал тенором, кстати. А я начинал тенором и стал Вы баритоном. начинали... А сколько вам было лет? 17 лет было. Ну, вы, вот, любовь к опере началась с 3, а потом вы решили себя реализовать? Или это были... Вот мне просто интересно, как было принято это вообще решение? Дмитрий Александрович, расскажите. Да какое же это решение? Это просто было такое спонтанное желание выделиться из толпы, что ли, студенческой или школьной толпы. Поэтому я, в принципе, мне было 14 лет, когда я закончил музыкальную школу и доучивался в общеобразовательной школе до 16 лет. Вот, 2 года у меня было, ну, практически все мое свободное время освободилось. Я больше не занимался в школе, в такой в общеобразовательной музыкальной, поэтому, в общем, у меня было очень много времени лишнего. И помимо футбола я вот начал заниматься поп-музыкой, ну как, рок-музыкой, что ли. И мы, в общем, объединились с моими приятелями, стали играть, поигрывать, вернее, я так бы сказал. А насколько вы как бы занимаетесь спортом, если вы вообще занимаетесь спортом? Вот как вы себя содержите в форме? Мне просто интересно, как можно...
я занимаюсь спортом. Вы занимаетесь спортом все время? Что-то по какой-то особой программе? Мне просто интересно, вот физиология голоса. Вот там все говорили, кто-то бережет голос, кто-то не бережет голос. Там, есть ли какие-то специальные методики, при которых, там, скажем так, вы сохраняете? Я люблю заниматься спортом. Начал заниматься где-то, ну, в общем, около 5-4 лет тому назад. 5 лет уже тому назад. Когда один из моих приятелей сказал, если ты вот до 40, что ли, 5 лет не начнешь заниматься спортом, это уже будет поздно. Ну, по-настоящему. Тогда, в общем, и я начал этим вот, разными видами спорта усиленно заниматься. И, в общем, сейчас нахожусь в такой форме, в которой, пожалуй, не находился и в 20 лет. Никогда, да, такое бывает. Да. Вы сказали о Шаляпине, да, и где-то в каком-то из интервью вы говорили о том, что вы у него учились петь, да, так вы сказали. Не только. И не только, да. Вот, например, Шаляпин сам себя гримировал. У вас такое бывает? Он был настоящим, ну, самородком, что ли, настоящей глыбой, что ли. Огромнейший артист, который занимался скульптурой, и был великолепным художником, и общался с рядом выдающихся личностей, и писателей, ученых, и художниками, и скульпторами тоже. Был такой, ну, абсолютно удивительный, что ли, по тем временам и необычный человек. Я с детства увлекался и увлекаюсь его творчеством. И считаю, что, пожалуй, это абсолютно непревзойденный талант российского мирового уровня, да. Российский талант, прежде всего. Русский талант. А вы в кино пробовались? Вот Шаляпин снялся, я не знаю сколько, ну, наверное, один раз, да. Ну, Дон Кихот, а потом Грозный. Ну, это... Ну, я понимаю, да, но он стал знаменитым и, собственно, и, кстати, преуспел, я думаю, финансово. Федор Иванович хорошо, раз он разорялся 3 раза, то, наверное, как-то он так, потом он оставил большое наследство. Вы пробовались в кино или где-то? Или если я снимался в кино «Дон Джованни Unmasked», такой канадский фильм, где я сыграл и Дон Жуана, и Лепорелло. Вот, он был сделан в 99 году. Вот и все. Из моцартовских, вы сказали Дон Джованни. Вы любите Дон Джованни? Какая вот опера, вообще какую вы больше всего любите, помимо Верди, о котором мы поговорим потом? Я очень много пел Моцарта, и пел в «Свадьбе Фигаро», и пел Дон Джованни. Но потом оставил эту роль, и вообще оставил Моцарта. Где-то после 2000 года я не пою Моцарта вообще на сцене. Из соображений... Когда-то Глен Гульд сказал, что Моцарт не очень хороший композитор, будучи пианистом. Что он имел в виду? Он слукавил сильно. Я преклоняюсь перед Моцартом и считаю, что Моцарт это абсолютно гениально, без, как говорит, out of question. И абсолютно театральный композитор. Поэтому столько гениальных, негениальных, талантливых, неталантливых, но столько людей постоянно ищут и находят своего Моцарта на сцене. Это удивительно совершенно. Но вы, тем не менее, каким-то образом решили отойти. Я просто... мой голос несколько не совсем попадает под вот амплуа, что ли. Не сколько амплуа, тип голоса мой, все-таки это достаточно высокий баритон с хорошим верхом, и который открывается, идет вот так вот. А большинство моцартовских ролей для моего типа голоса написано для бас-баритона. И последний раз я пел Дон Жуана в Мете, и вот с такой площадкой, что Мет очень большой театр, я почувствовал, что я могу просто потерять голос. И мне было ужасно тяжело и горько расставаться с такой ролью, которой я практически находился в начале своего пути, так как, в принципе, я не так долго пел эту роль.
Вот. Может быть, я к ней когда-нибудь вернусь, потому что все-таки голос матереет и грубеет, что ли, так, ну, иначе говоря, с годами. Но, тем не менее, я, в принципе, самую главную свою мечту я осуществил, я осуществляю. Это петь Верди на сцене, это всегда была моя мечта. Я вот о Шаляпине, если можно, я вернусь. Да? Шаляпин в Киеве пел в театре, ну, потому что мы украинское телевидение, и у него, я прочитал в репертуаре, было около 30, я не знаю, там, арий или песен, он вроде даже в Наталке Полтавке пел и так далее. Вы на украинском языке что-нибудь пели? Я не смею. Потому что у меня отец прекрасно по-украински говорит, и когда несколько раз я дивлюсь я на небо, я люблю петь. На этой песне вообще я люблю распеваться даже перед своим выступлением. Очень. И потом украинский язык, он практически как итальянский язык. Он очень музыкальный и очень много гласных, звучащих. Вот. Я считаю, что после итальянского языка, ну, может быть, испанский, которым я не пою по-испански, но украинский язык – это, наверное, второй для меня. А вы говорите по-испански, да? Нет, я не говорю поете, вы так по-испански. прозвучали. Я говорю по-итальянски, в принципе, и моим итальянским я решаю все свои испанские дела. А вы пели вот в Аргентине, вот театр Колон. И как там, вот в Латинской Америке, как там тифози еще покруче, чем в Италии, как все это выглядит? Все, да? Театр Колон – это удивительный театр. Я пел там в середине 90-х, в начале середине 90-х, еще во время режима Менен, когда, покойный ныне. Когда, в общем, Аргентина поддерживала аргентинское песо 1:1 к американскому доллару. И, в принципе, жилось там неплохо, и в общем, культура поддерживалась государством. Театр, особенно театр был... А вас как поддерживали? Вы же были гастролирующим, так сказать. Расскажите о кухне. Я просто плохо помню. Я помню, что публика была абсолютно какая-то супер экзальтированная, и энтузиазм просто пер из них. И там было очень здорово петь, тем более, что это один из уникальнейших театров мира. Очень красивый, большой, с прекрасной акустикой. И когда публика слышит верхнюю ноту, правильно, хорошо, красиво взятую, или что-то публике нравится, они в буквальном смысле выносят тебя на руках из театра, отрывают пуговицы у тебя на сувениры и так далее. То есть это какой-то, ну вот мне кажется, что так публика круче, чем футболисты? Жила где-то, вот, ну, наверное, в 19-м, начале 20 века, когда опера была в своем расцвете. У оперы, как у вида искусства, шанс еще есть, например, в 21 веке? Она может быть такой же, скажем так, популярной? И вот мегазвезды оперные, вот будут ли они так популярны, как они были? Ну, например, условно говоря, там, как Карузо, к примеру. Есть ли шанс? Или... Да. А у кроссоверов? Да, но кроссоверы петь не умеют. Да, об этом когда-то вы так намекнули, когда вас сравнили. К сожалению, да. Бывает, ко всем относится? Ну, практически. Бывает, что, знаете, вот появился Бочелли, так, ну, по большому Андреа счету. Бочелли, да. И потом Бочелли, а-ля Бочелли, певцы появились практически в каждой стране. В Америке, там, в Англии, во Франции, в Италии тоже, в России. И у нас. Да, но все любые копии, они, в общем, они хуже оригинала. И по сравнению вот со всеми этими неперечисленными мной звездами, Бочелли, ну, на самом деле, несмотря на свои, в общем, достаточно лимитированные данные, голосовые, внешние, он звучит как Карузо по сравнению с певцом из Нижнего Рюпинска. Были случаи, Дмитрий, в вашей жизни, когда не набиралась публика? Вот я помню, как Катя Ричарелли приехала когда-то в Москву, и там сидели солдаты кремлевские. Вы, кстати, пели, как вы сказали, я часто пою в Кремле, это ваша цитата. Да. Вот, и вы пели на Красной площади. Она тоже пела в Кремле, внутри никого не было. Бывало такое, что вы приходите, а в зале мало людей? Да, бывало, конечно. Бывает, что, ну, вот ездишь концертной
программы, камерные концертные программы по странам, где или редко бывал, или где вообще камерные вокальные концерты не очень популярны, такие как Испания, Португалия, Италия. В Италии, Не в популярно, Италии любят, рециталы, нет? в Италии любят оперу. Оперу Вот концертные вот такие вот камерные концертные программы, ну, обычно они жалуются. А у вас были свои тифози, вот, которые ходили на, ну, допустим, 30 раз послушать, ну, скажем, там, Дона Карлоса, например, с вашим участием? Да. Эти люди как-то, они себя обозначали, когда вы их видите, когда вы поете? Да, некоторых я знаю, в общем, к счастью или к сожалению. Я не знаю, что сказать, потому что многие из них, ну, в общем, ну, я не могу сказать, не совсем нормальные люди, но не простые люди, что ли, не ординарные. Поэтому, ну, какой человек будет ходить там 8 раз на один и тот же спектакль только для того, чтобы, причем без билета, без там состоящими местами. Некоторые, я подозреваю, вообще в сам театр, в аудиториум и не попадают. Просто они ждут на выходе для того, чтобы подписать автограф и сфотографироваться со мной. Такие люди очень... Это мужчины, мужчины и есть? женщины, да. И молодые, и старые. В общем, я этих людей знаю. И они, в общем, мне кажется, что они нас такие удивительные энтузиасты, благодаря которым еще каким-то образом, наверное, опера и держится. Потому что они совершенно сумасшедшие. Совершенно. Они приходят, вот эти люди приходят конкретно на ваш номер, так сказать, да, и уходят потом, или как это выглядит? Я не знаю, потому что я ж не могу это не видеть, не контролировать, но, как правило, этих людей я вижу после окончания спектакля Они стоят. или окончания моего концерта, где после уже подписанных автографов там, и своих пластинок и так далее, они ждут тебя на входе, потому что их даже или они не попадают, или их не пропускают в зал или в аудиторию, Тяжелое в бремя, фойе. Дмитрий Александрович, тяжелое бремя славы. Вот когда вы чувствуете, что вы, ну, да, я нет, мне просто... Слава нет. Слава это то, к чему, в принципе, подспудно каждый из нас и из вас тоже стремится. Каждый хочет получить какое-то, ну, в общем, удовлетворение от того, что он делает, и признание. Признание, в принципе, вы делаете то, что вы делаете. Не только для себя, но, в принципе, для кого-то еще и другого. Я так подозреваю. Ну и любой человек, по-моему, и не только артист. Ну а мы, в частности, конечно, мы поем не только для себя, но и для публики, для тех людей, которых мы, может быть, несколько идеализируем, что ли. Потому что, в принципе, лучше нас самих, то, что мы сами делаем, никто все равно ничего не понимает, не поймет. Конечно. В такой же степени. Ну, разве что вот эти, о которых вы говорите, которые... Нет, я думаю, что нет. Профессионалы. О славе. Если вот вы в Киеве, когда бываете, например, Шаляпин, о котором мы говорим сегодня, по крышам ходил, да, для того, чтобы он не мог пройти по улице, он по крышам вот в районе современного театра Украина, там такая легенда, что он по крыше перелез из одного дома для того, чтобы спеть в цирке, там тогда был цирк, и он, кстати, пел для рабочих, а для того, чтобы ему подтвердили репертуар, он вроде как играл в карты с губернатором. Вы с нашим губернатором в карты не играете для того, чтобы у вас... Вы говорили о свободе. Вот кто выбирает? Всегда вы сами, Дмитрий Александрович? Что вам петь, когда вам петь? Или у вас есть люди, к которым вы прислушиваетесь? Или есть момент конъюнктуры? Кстати, конъюнктура есть вот в опере? Например, модно петь, там, условно говоря, Верди. Я не думаю. В опере нет. В опере и вообще в своей творческой жизни репертуар выбираю всегда я. Всегда выбирал, всегда к какому-то репертуару, к какому-то идеалу я стремился. И вся моя жизнь творческая — это как бы выполнение того, к чему я стремился, ну, там, в юношеском возрасте или молодом возрасте. Потом постепенно, конечно, мои какие-то планы, идеалы менялись, и, ну, это как бы нескончаемый, что ли, путь, потому что по мере того, как ты достигаешь того, о чем ты думал и о чем ты мечтал, у тебя возникают какие-то новые идеи, новые мечты. Поэтому, в общем, пока что с подобными мечтами у меня проблем нет. А сколько вы вне дома проводите? 200 дней в году? Больше? И вы знаете, я не подсчитываю никогда. Но где-то на
Навскидку, наверное, где-то около вне дома 80% моего времени. Да, я не знаю, как бы чем закончить. Я просто хочу узнать, что бы вам хотелось сделать здесь на Украине. Есть ли у вас какой-то там специфический спецплан? Да? Я помню, «Сходы до неба» у вас была программа, и есть, наверное. Что еще? Вот что вы планировали? Мастер-классы вы говорили, что вы могли проводить мастер-классы, могли не проводить Вот мастер-классы. завтра я буду проводить мастер-класс. Мне очень интересно вообще в последнее время встречаться с студентами, молодыми певцами. Как правило, где бы мои гастроли не проходили, я делаю мастер-класс. Хотя, в принципе, большим специалистом в мастер-классах я не являюсь. Вот. Но мне интересно. Вообще я хотел бы, чтобы на своих концертах у меня было больше молодежи и студентов, потому что им-то как раз это интереснее и нужнее. Вы имеете в виду среди слушателей, аудитории? Среди аудитории, да, потому что в основном, как правило, и достаточно часто среди своих зрителей я встречаю людей, ну, достаточно посторонних, которые попали на концерт или не по своему желанию, или благодаря тому, что этот концерт там якобы престижный или еще что-то, и которые, ну, не совсем понимают то, что я делаю. Хотя, в принципе, это еще и гораздо интереснее для меня тоже. Потому что чем труднее публика, тем интереснее мне. И мне хочется сделать так, чтобы каждый человек, который находился и находится в зале, был каким-то образом потрясен. Вот. И чем ну что ли, железобетоннее зал, тем бывает мне интереснее с ним иметь дело. Мгм. Это не борьба. Хотя, с одной стороны, может быть, это борьба. Нет, потому что на сцене человек не борется. На сцене человек, ну, может быть, так грубо раздевается и обнажает свою душу. И только так происходит контакт, у нас настоящий контакт со зрителем. Только так. Это ни в коем случае не борьба и не показ своего собственного «я» или там, своих качеств и достоинств, своего голоса. Когда ты этим занимаешься, то людям скучно становится. І я этим не люблю заниматься, хотя могу. Пані та панове, це була програма «Глибина буріння». Я Андрій Пальчевський. Зустрінемось за тиждень. Світ глибший, ніж здається.